Глава 16. Сложный козерог. Где вечный небесный человек был распят на алтаре материальности, где духовная сущность проявления была заключена в рамки материи, где божественное сознание пробуждается в блудном сыне, этот уровень космогенеза представлен козерогом. Люди, рожденные под этим знаком, подвергаются нападкам высокоактивных сил прошлой кармы, а также притягиваются непреодолимой судьбой, ожидающих их в будущем. Личность козерога сложна, она часто отягощена инерцией кама-манаса, то есть ума, охваченного материальными желаниями. Но голос интуиции не заглушается. В результате действия этих двух противоречивых сил таким людям приходится сталкиваться с внезапными эмоциональными всплесками. Они часто оказываются среди незнакомых партнеров. Главная цель этих событий – привести их к зрелости, божественной безмятежности, которая в конечном счете ожидает каждое эго. Уникальной особенностью восходящих козерогов является то, что в их жизни появляется много неожиданных возможностей. Эти события являются следствием их прошлой кармы, специально перенесенной в их нынешнюю жизнь, чтобы пробудить в них некий божественный потенциал. Сложность восхождения козерога обусловлена целеустремленностью, а главная цель таких обстоятельств состоит в том, чтобы направить их на правильный путь духовной эволюции, верный путь человеческого прогресса к их небесному Отцу. Восходящие козероги – интеллектуалы, готовые рационализировать каждое свое действие. Их разум настолько развит, что их рассуждения часто вводят в заблуждение самих себя, и они чувствуют себя стабильными, честными и преданными. Но с точки зрения мирских стандартов, их поведение может отличаться от этих идеалов. На самом деле, распятие козерогов усугубляется нестабильностью их эмоций и общением с незнакомыми людьми в постели. Таким людям не обязательно доверяют их друзья, партнеры по браку, а также коллеги по бизнесу. Тем не менее, они обладают большими способностями к ведению дела и острым умом. Козерог – 10-й знак, представляющий 10-ю бхаву Калы Пуруши. 10-й дом символизирует призвание, жизненное усилие, которое определяет течение жизни человека. Этот аспект жизни важен для каждого. Основная цель небесного человека, его призвание – это проявление, которое имеет два аспекта, а именно внешний или экзотерический, внутренний или оккультный. Материя является средством выражения первого, дух второго. Эта двойственность между духом и материей на земном уровне часто требует разделения людей на материалистов и спиритуалистов. Однако это разделение нереалистично. На каждого человека воздействует обе силы. Следовательно, хотя у одних людей может преобладать одно, а у других другое, все же следует признавать сложное взаимодействие двух аспектов жизненной силы и уделять им должное внимание при оценке основной натуры людей-козерогов. Таинственная природа козерога в какой-то степени раскрывает его санскритское имя. Козерог известен как Макара. Это слово многое скрывает и многое уводит от понимания простых людей. При определении числового значения этого знака раскрываются некоторые его внутренние значения. Макара состоит из двух слов, а именно «ма» и «кара». Первое имеет тот же корень, от которого произошли такие слова, как «майя» – созидательная иллюзия, «ма» – мать, «маматха» – сострадание, «манас» – созидательный ум, «махат» – вселенский разум. Считается, что численное значение «ма» равно 5. Это число соответствует 5 элементам, из которых состоит космос. Таким образом, Ма символизирует 5 могущественных созидательных сил, из которых построен космос. Созидательная вода жизни, сама суть энергии, была описана карой, руками, проводниками действий, 10, когда были приняты во внимание как наборы проводников, работающих на уровне действий, так и на уровне понимания. Таким образом, когда козерог олицетворяет вовлеченность высочайшего духа в самые серьезные дела, и когда это заключенное в тюрьму великолепие борется за освобождение от оков материи, козероги должны в какой-то мере ощутить это заточение. Очевидно, поэтому восходящие макары, какой бы ни была их природа, духовная или материалистическая, должны чувствовать себя заключенными, стесненными, заточенными в тюрьму, скованными, у которых подрезаны крылья. Белый голубь свободы был заключен в клетку в мрачные часы ограничения. Неудивительно, что люди Макара полны энергии, энтузиазма, идеализма, но они находят себя беспомощными в проявлении своих талантов. С эзотерической стороны козерог тесно связан с обителью могущественного разума, ответственный за эволюцию душ на этой планете. Касаясь этого вопроса, Елена Блаватская заявила, что Макара относится к таинственному роду людей, известных как тхьяни. Она упомянула этих тхьяни, были связаны с крокодилом, и их обителью был козерог. Далее она заявила, но в индийской астрологии эти термины взаимозаменяемы, поскольку 10-й знак зодиака, который называется Макара, в широком смысле переводится как крокодил. Само это слово оккультно интерпретируется по-разному. В Египте умерший, символом которого является пентаграмма или пятиконечная звезда, концы которой представляют конечности человека, был изображен символически трансформированным в крокодила. Себекхор-Севель или 7. На самом деле это дракон, а не крокодил. Он дракон мудрости или Манас Верховный. Основной акцент Блаватской был сделан на том, чтобы показать, что за физической вселенной существует великая империя могущественных разумных существ, и через них осуществляется божественная воля, и индийская астрология дает некоторые ключи к пониманию этой божественной империи.
Возвращаясь к теме Козерога и пятого принципа, на который ссылается Блаватская, это действительно принцип разума, обладающий как созидательным, так и разрушительным потенциалом. Поэтому неудивительно, что восходящие Козероги – это высокоинтеллектуальные, самоуверенные, таинственно могущественные личности, демонстрирующие признаки невидимых высших сил, действующих через них. Даже двойственная природа этого знака обусловлена такими отношениями между индивидами, рожденными под этим знаком, и божественными разумными существами. Предполагается, что эта категория Дхьяни содержит в себе двойственные атрибуты как духовного, так и физического аспекта Вселенной. Два полюса Махата, вселенского разума, и двойственную природу человека, духовную и физическую. Отсюда его число 5, удвоенное и превращенное в 10, что связывает его с Макарой, 10-м знаком зодиака. Когда Козерог восходит на восточном горизонте, у космического человека есть 4 чакры, силовые центры, расположенные над горизонтом, излучающие усиленную специализированную энергию. Эти чакры известны как Муладхара, расположена у основания позвоночника, Сватхисхана около селезенки, Манипура у основания пупка, сердечная чакра, а именно чакра Анахата, устанавливается на западном горизонте, когда восходит Козерог. 3 чакры, которые явно находятся над горизонтом, пульсируют сексуальной, нервной и психической энергиями. Муладхара пробуждает змеиный огонь кундалини-шакти, который оживляет кровь, одновременно придавая теплу тела и повышая сексуальную потенцию. Змеиный огонь, достигающий манипура и оживляющий солнечное сплетение, значительно повышает чувствительность индивидуума. Сватхисхана чакра дает индивидууму силу сознательно путешествовать в астральном мире. Анахата чакра, которая находится на пограничной чакре на западном заходящем горизонте, для восходящих представителей Козерога дает человеку осознание чувств других людей. Это пробуждает сочувствие и чувствительность, связать свое сознание с сознанием других людей, чтобы понять, как работает их сердце. Из этого можно заключить, что у космического человека под этим знаком активизированы все физические силовые центры, но высшие чакры, которые ведут индивидуума духовным высотам, все еще погружены во тьму. Когда речь заходит о мирских личностях, можно предположить, что это состояние будет подчеркивать большую физическую и материальную доблесть, но духовность все еще находится в сфере скрытых реальностей. Несмотря на то, что человек погряз в материальных заботах и испытывает мучительное чувство разочарования за свои неспособности освободить свой дух от материальных завес, восходящие Козероги, столкнувшись с суровой погодой и оказавшись в разных уголках мира, начнут пытаться достичь своего истинного духовного предназначения. Тот факт, что Сатурн является восходящим владыкой, никогда не следует упускать из виду. Сатурн усложняет жизнь, и восходящим Козерогам никогда не следует ожидать легкой жизни. Но Сатурн создает благоприятные условия для передачи духовных уроков индивидууму. Восходящим Козерогам необходимо иметь благоприятный Сатурн. Каковы бы ни были обстоятельства, рожденные по знакам Козерога, должны, наконец, обратить свой взор домой. В конечном счете они должны начать путь отступления. Марс и Сатурн враги, в то время как Венера дружна с Сатурном. Марс является хозяином 4 и 11 домов и возвышается в Лагне. Создавая суматоху и осложнения в вопросах, связанных с домом, землей и доходами, он в то же время помогает восходящим Козерогам в достижении их предназначения. Козероги должны получать деньги, иногда внезапно, прибегая к нечестным средствам. Иногда брак незаконный или законный становится средством получения большого количества денег. Существенной особенностью в этом отношении является материальность сексуальных отношений. Такие люди всегда рассматривают этот жизненно важный аспект человеческой жизни как целенаправленный, а не только для счастья и удовлетворения партнера. В некоторых случаях сильное эго полностью подавляет такие действия, особенно с целью достижения психических ситх, что также указывает на тенденцию рассматривать сексуальную энергию как средство достижения какой-либо цели, физической или духовной. Венера имеет особое значение. Будучи в дружеских отношениях с восходящим владыкой, она сделает все возможное, чтобы доставить ему удовольствие, так как природа Венеры заключается в том, чтобы доставлять материальное удовольствие. Она связана с вином, женщинами и богатством. Все это будет иметь огромное значение для людей, родившихся под знаком Козерога. Противоположный пол обеспечивает им большую часть средств к существованию. Их творчество и профессия тесно связаны с Венерой. Личность Козерога сильно изменится после первого контакта с Венерой. Брак часто становится переломным моментом для таких людей. Профессия этих людей не определена. Конкретная форма работы не так важна, как необходимый опыт, который она дает. При этом он может стать сверхфилософом, литератором, физиком, оккультистом или даже офицером разведки. Худшее, что может случиться с таким человеком, это превращение его в гражданского служаку, где его инициатива подавляется, где его таланты ограничиваются, где его ежедневная рутина с ее монотонными воздействиями превращает человека в интроверта, не позволяя ему осознавать, что первая великая истина в жизни – это печаль. Он может даже работать там, где его интеллект может оказаться ценным, но даже там его заставит почувствовать, что в жизни есть нечто большее, чем интеллект. У него может быть огромная энергия для социальных контактов, связи, винный бизнес и продажа предметов искусства могут оказаться успешными.
Но даже эти направления деятельности заставили бы человека почувствовать, что между ним самим и предметами, с которыми он имеет дело, существует огромная пропасть. Условия могут быть такими, что объективная среда побудит восходящих козерогов к субъективности до такой степени, что их эмоции станут эгоцентричными, что может заставить их чувствовать себя одинокими, бессердечными, смертоносными, а в их личности будут преобладать антисоциальные элементы. Более тонкие чувства дружелюбия, любви и привязанности – это всего лишь средство для их удовлетворения. Обычно такие люди могут казаться эгоистичными, но на самом деле именно их эгоцентризм обусловлен их субъективной чертой характера. Но наиболее плодотворным усилием для восходящего козерога является попытка достичь спокойствия эмоций. Луна, правитель эмоций, будет возвышаться в 5-м доме, а ее собственный дом 7-й. Это важные дома. Сбалансированное развитие личности могло бы происходить только при спокойных эмоциях. На самом деле это здравый смысл, применимый в любом случае, но для людей, рожденных под знаком Козерога, это жизненная необходимость. Они склонны к нервозности и унынию. Избежать это можно, только научившись контролировать эмоции. Достигнув этого, такие люди смогут стойко противостоять жизненным испытаниям и невзгодам. Философия, включающая религиозные дискуссии, исследования, паломничество и почитание старших, не привлекает таких индивидуумов, как вера в индивидуализм, эгоизм и даже грубые человеческие силы, демонстрирующие превосходство воли над материей. Таким людям доставляет большое удовольствие демонстрировать свою силу воли, интеллект и успешно реализовывать личные начинания. Для них существует философия действия или полного отречения, но не постепенного раскрытия, основанного на понимании и дисциплине. Подводя итог, можно сказать, что восходящие козероги очень могущественные личности. У них сильно развито эго. Они мыслят материалистически, они эгоцентричны. Но обстоятельства вынуждают их смотреть вверх и думать о возвращении домой. Это происходит после интенсивной материальной деятельности и бурной жизни. Когда буря проходит, человек может оказаться в царстве высших разумных существ Хиани, которые работают в этом космосе для исполнения воли Господа. Возможны инициации для таких людей. Самое полезное для них – сохранять спокойствие эмоций, контролировать свою страсть. Козерог – важный знак, открывающий человеку таинственные возможности для достижения высших сфер существования, которые завершат для него цикл рождения смертей.